Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я предлагаю вам поработать вот над таким кружевом. Мне очень понравилось, он достаточно простой. Я думаю, даже есть промежуточный вариант использования. Не обязательно делать вот такую обвязку. Это может быть как ленточное кружево использовано, да, и в применении, допустим, в каких-то наших проектах. Вот оно выглядит так вот с одной и с другой стороны. Кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем. С вами есть, схема. Она, что-то понять по ней можно. Я не могу сказать, что она очень четкая. Догадаться, что и куда, мы с вами сможем. Может быть, она будет даже лучше смотреться именно в файловом режиме, не распечатанная. Поэтому распечатку вам показывать смысла нет, потому что там ничего не видно. И поэтому мы с вами начнем. Я буду вязать вот с розовой ниточки. Подъедем немножко ближе. Вот такая у меня нитка. Параметры я ее не знаю. Крючок единица. Первая воздушная петля. И, как я поняла, 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко. Вот так вот. Хвостик я опускаю вдоль. И вяжу 1, 2, 3, 4. 2 накида. Захожу в кольцо. И в это колечко будем вязать с вами 9 столбиков с 2 накидами с учетом 3 петель подъема. Так как у нас с вами будет неполный такой цветок. Вот у нас 3, 4. И так продолжаем до 9. 9 столбиков мы с вами связали. Теперь поворачиваем вязание. С этой точки я вяжу 1, 2 и вот 3. Даже можно и 4. 2 накида. Мы заходим с вами во второй столбик. И я вяжу недовязанный столбик с 2 накидами 1. И заходим в третий столбик. Вот у нас с вами 3 столбика. Мы с вами их соединяем в одну вершинку и закрепляем. Расстояние вот это, которое сейчас у нас будет между столбиками, опять-таки я сделала чисто интуитивно. Вы же можете определиться сами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида. Я захожу в следующий столбик по ходу движения. Не довязала столбик с 2 накидами 1. Не довязала столбик с 2 накидами 2. И вот 3. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять-таки 2 накида. Мы заходим с вами в последующие 3 столбика и выполняем точно такой же столбик с одной вершиной. Связали мы с вами. Видите, у нас получилось 3 лепестка. Поворачиваем наше вязание. Сделаем петельку подъема. Я захожу под арку и буду вязать, если у нас здесь с вами 6 воздушных петель, значит можно вязать 6 столбиков без накида. 4, 5 и 6. И 7 я все-таки предлагаю связать в вершинку нашего столбика. Под арочку 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в сам столбик без накида, еще 1, 7. Вот что у нас с вами получилось. Начало нашего, так сказать,
образца. А теперь давайте посмотрим на схему. Вот мы с вами связали вот эту вот маленькую часть нашей каймы. Теперь мы должны с вами связать еще ряд воздушных петель, закрыть и провязать. Смотрите, у нас здесь с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 3, 18 столбиков с 2 накидами. Мы должны будем связать вот в это вот колечко, которое сейчас сделаем. Как я говорила, очень простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я захожу прямо вот как бы в вершинку нашего последнего столбика, вяжу соединительную петлю, 1, 2, 3, 4. Поворачиваю наше вязание, делаю 2 накида. Первый столбик мы с вами сделали. Так как у нас с вами должно быть 18, значит 17 столбиков с 2 накидами мы с вами сейчас будем вязать вот в это колечко. 18 столбиков с 2 накидами мы связали. Вполне возможно, что здесь можно сделать не 6, допустим, а 10 воздушных петель, для того, чтобы вот это отверстие было немножко побольше. Я не помню, сколько я делала в своем первом образце. Да, поэтому вы можете проэкспериментировать, кому как хочется. Теперь с этой точки мы можем сразу же вязать 1, 2, 3 или 4 воздушных петли, поворачивать вязание, и будем с вами делать вот точно вот такой же второй ряд, как мы вязали здесь. То есть 2 накида, заходим во второй столбик, недовязанный столбик с 2 накидами 1, недовязанный столбик с 2 накидами 2, соединили, закрепили. 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида, и мы с вами опять заходим в один столбик, во второй. Ну, то есть я уже смысла вам повторять нет, вы уловили ритм и поняли, что здесь все очень просто. Итак, мы с вами связали второй столбик и продолжаем. Как вы поняли, у нас должно быть с вами 6 вот таких вот столбиков. Смотрим, мы с вами связали вот 6 столбиков с одной вершины через 6 воздушных петель. Мы опять с вами поворачиваем наше вязание, сделали одну воздушную петельку и подарочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вяжу в столбик. И так продолжаю дальше. Обвязали мы с вами наш этот сегмент, да, кружева. И теперь прямо с этой точки мы вязали с вами здесь 6. Давайте свяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кажется, будет большой, но мы с вами опробуем и этот вариант. Связали 10, закрепили. С этой точки я вяжу 1, 2, 3, 4. Повернули вязание, 2 накида, заходим в наше колечко в наше и вяжем 17 столбиков с 2 накидами, для того, чтобы в итоге получить 18. 18 столбиков я связала. Вы можете сравнить вот наше отверстие 10 и вот наше отверстие 6. Можно выбрать что-то среднее, допустим 8. Мы с вами теперь что делаем? Мы делаем вот эти вот столбики с одной вершинкой. 1, 2, 3, 2 накида, повернули вязание, заходим во второй столбик, связали столбик недовязанный с 2 накидами, заходим в третий,
Накрыли. И это. Через 6 воздушных петель мы с вами вяжем следующие столбики. В итоге должны получить их 6. Связали мы с вами наши 6 столбиков. И вот теперь в этот момент мы должны с вами соединиться вот с первым вязаным мотивом. Судя по схеме, это где-то идет, видите, вот первая арка, вторая, то есть где-то вот практически как бы в 7-й столбик, 6-й, 7-й столбик мы должны с вами соединиться. Вот так вот. Теперь поворачиваем вязание. Можно сделать петельку подъема, зайти в арочку. И теперь мы с вами продолжаем обвязку. 6 столбиков без накида под арочку, 7-й в сам столбик и доходим до следующего края. Вот так вот. Да? Ну, теперь самое главное, что мы с вами закрепились. Так, смотрим. Закрепились и обвязали. То есть сейчас, как вы понимаете, что у нас напрашивается что? У нас напрашивается с вами вот это вот колечко, да, которое будем вязать следующий наш элемент кружева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как мы сказали, средние 8. Зашли опять как бы вершину столбика. Я соединила 1, 2, 3, 4. Повернула вязание. 2 накида. И в колечко 17 столбиков. То есть ничего нового я не показываю. У нас просто идет теперь повторение. 18 столбиков у нас с вами есть. Ну и теперь, конечно, будем вязать столбики с одной вершинкой. 1, 2, 3. Повернули. 2 накида. Заходим во второй столбик. Заходим с вами в третий столбик. Соединяем и закрепляем. И вяжем с вами 6 столбиков с одной вершиной. Так, смотрим. Мы с вами связали еще один фрагмент, но и теперь нам нужно его присоединить. Как я уже говорила, присоединяем его во второй арке, в 6-ю или в 7-ю петельку. Вот так вот, да, берем нашу рабочую петельку, зашли и связали столбик без накида. Сделали петельку подъема, повернули вязание и опять обвязали наш мотив. Все, я показала вам все абсолютно, да, как мы постепенно с вами движемся и получаем вот такое ленточное кружево. Вот. Завершаем мы с вами точно так же, как и начинали, 3 столбиками, да. И теперь стоит задача о том, чтобы нужно ли нам с вами обвязать и получить вот такую своеобразную, да, ленту, или же мы с вами можем навязать вот таких полос. Ну, показывать я не смогу, но, наверное, я думаю, вы сможете сами определиться. Может быть, даже после того, как мы с вами сделаем своеобразную вот такую обвязку столбиками с одним или с 2 накидами, получим края, да, потом можно будет, допустим, без вот этой обвязки сделать. Поэтому я сейчас сделаю еще пару таких элементов, чтобы можно было уже показать именно обвязку нашей каймы. Итак, смотрим. Вот мы с вами начали, да, сегмента. Я связала еще вот 4 полных и частичный сегмент, как бы мы с вами завершили нашу ленту. Как вы понимаете, что зависит от того, сколько вам нужно, вы вяжете в длину вашу вещь или ваш образец. И теперь, если посмотрим на схемку, вот она наша схема, видите, вот по кругу идут обвязка столбиками с 1, с 2, даже вот есть с 3 накидами, для того, чтобы нам выровнять край. Поэтому сейчас мы с вами будем импровизировать.
где вязать столбики с одним накидом, где с двумя, поэтому давайте приступим. Хотя вот это уже готовое, да, ленточное кружево, которое можно применить. 1, 2, 3. Это у меня как бы будет столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. И, как вы видите, он вроде у нас находится как в угловой части. Поэтому я свяжу 1, 2, 3, 4, можно 3 накид. И в эту же точку свяжу еще один столбик с накидом. То есть пусть это у нас с вами будет угол или арка углового поворота. Да, видите, это можно пойти сюда, а сейчас мы пойдем с вами в эту сторону. Теперь 2 воздушных петельки, накид. Ну, можем ориентироваться на вот эти столбики. 2 столбика пропустили, в третий столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, накид. Смотрим. Немножко, видите, как бы идет углубление. Можно сделать столбик с 2 накидами. Мы пропускаем с вами 2, в третий связали столбик с 2 накидами. 2 воздушных петли, накид, 2 пропустили, в третий столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. Вот здесь, видите, у нас опять идет углубление. Можем сделать 2 накида, 2 пропустили, в третий связали столбик с 2 накидами. И смотрим. Видите, у нас практически получается ровная линия. Сюда вот мы тоже с вами свяжем столбик с 2 накидами. 2 воздушных петли, 2 накида. И вот как бы практически в первый столбик без накида следующего элемента я связала. Или же можно даже вот сюда ближе. Как вы понимаете, таким образом мы с вами идем по всей. Вот здесь у нас уже, видите, будет столбик с одним накидом, с одним. А здесь уже понемножку далее будем увеличивать столбики. Ну и потом у нас будет еще ответственный момент по вот этому краю, да, и поэтому тут мы с вами поняли. Чисто можно даже интуитивно вы распределяете столбик с одним или с 2 накидами. Итак, вот смотрите, прошли мы с вами и соединили наши мотивы. Да, даже вот теперь, если у нас есть второй мотив, вот так вот уже будет уже какая-то идея. Далее у нас идет край. Если мы посмотрим на схему, вот здесь у нас добавляется такой вот лепесток, вы видите, да? Вот мы с вами в этой точке дошли. Идет некая такая вот скос. Не знаю, мне бы хотелось, чтобы это было ровно. Можем с вами сделать тот же самый, допустим, и лепесток вот в эту точку. Да? Можем ее не делать, а просто вот соединить. Поэтому для угла поворота я сделаю 1, 2, 3 накид. В эту же точку свяжу столбик с одним накидом и опять 2 воздушных петельки. Ну, в данном случае желательно сделать столбик уже с 2 накидами и пройти дальше. Да? 2 воздушных петельки можно сделать уже столбик с 3 накидами. И вот как бы вот в эту точку связать 1, 2, 3. Хотя хотите, вот согласно схеме, сделайте вот этот лепесток сюда. Допустим, там 2 воздушных петли, но этот лепесток должен быть нам точно вот такой, выйти на одну точку. Можно так, можно не так. Опять-таки я делаю 3 воздушных петельки, даже не 3, а вот 4, для того, чтобы зайти вот в эту точку и выйти на нашу высоту.
Не знаю, выйду или нет. Ну, пожалуй, видите, вышло. Опять-таки 2 воздушных петли, 3 накида. Опять заходим под один из столбиков. Ну вот я как бы вам дала такую определенную наводку, как мы можем с вами выровнять край. Доходим до уголка, опять делаем арку поворота и поворачиваемся и идем дальше в эту сторону. Вот такая вот как бы первая обвязка. Сейчас мы закончим. Ну вот я обошла по кругу. Как вы видите, у меня получился, может быть, не совсем ровный, но вы можете добиться более ровной вещи. И теперь у нас остался еще один последний ряд обвязки. Он выглядит вот каким образом. 1, 2, 3 это столбик, накид. В эту же петлю мы с вами вяжем еще 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. И затем, пропуская 2 в третью, заходим и вяжем столбик без накида. Далее 1, 2, 3 накид в этот же столбик, еще 2 столбика с одним накидом, через 2 в третью и закрепили. И у нас получаются вот такие вот зубчики по всему периметру. Вот в итоге мы с вами получаем вот такую вот интересную кайму, прошу, ленточное кружево. То есть у нас как бы просто и в то же время достаточно красиво. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!